сигналила как колокол. Ребят, а давайте снимем распаковку. Вот был у меня сигнальчик из этой ямки. Я уже выкопал, но находка вот тут в грудочке. И тут где-то я видел монитос. Где-то глазами увидел. А, вот. 3, 2, 1. Добрый день, друзья! Приветствую вас на моем канале «У пошуках пригод». Сегодня есть свободное время. Снова я на копе. Такое перед нами поле. По этой части я ходил летом. Сейчас, видите, уже озимка пошла. А эта часть была в подсолнухе вся. Ну, сейчас его взрыхлили, подсолнух скосили. Поэтому можно походить. Прибор я уже собрал. Еще не включал его, сейчас включаю и пойдем с вами погуляем. Надеюсь, какие-то находки обязательно будут. Все вам покажу. А вы заваривайте любимый чай, кофе, кто покрепче. Я думаю, удача должна нам улыбнуться. Вот же не теряем время, копаем. Ребят, буквально 5 минут назад записал я приветствие. Отошел метров 70 от машины. Первый сигнал, вот такая ямка, есть первый монитос. Не знаю, хорошо это или плохо, но как есть. Смотрите, попался нам рамочник 15 копеек. Год, к сожалению, то ли 35-й, то ли 53-й. Сохран не очень, но первая монета на сегодня есть. Так что начало довольно-таки бодрое. Надеюсь, дальше так и будет. Ямку обязательно зарываем и гуляем дальше. Обязательно все, что найду, все вам покажу. Пришли мы с вами оттуда, ребят. Тут вот такая вот верба. Непонятный какой-то островок земли. Невыкорчеванные деревья. Может, свалка была. Ну, покрутился тут вокруг. Поймал довольно-таки неплохой сигнал. Есть у нас следующая находка. Попалась нам в этот раз вот такая вот пуга. К сожалению, лысая. По-моему, надписей на ней тоже нету. Но, тем не менее, находочка. Это уже о чем-то говорит, по крайней мере, о том, что какой-то движняк был. Походим, покрутимся. Возможно, что-то интересное еще получится нам с вами найти. Встретимся на следующем сигнале. Снова включился. Сигнал был спорный. Много тут чермета разного. Поэтому онлайн копать не стал. Но уже взял, посмотрел. Смотрите. В этот раз попалась нам уже медная монетка. Это копеечка времен Николая II. 1900, по-моему, 3-й год. В довольно-таки бодряковом сохране. Такая вот монетка. Курица хорошо видна. Номинал. Ну, походим, покрутимся. Как бы находки есть. Это радует. Хотелось бы что-то поинтересней, постарше, но находки не выбирают. Имеем то, что имеем. Не унываем, копаем дальше. Был следующий сигнал. Сигналило как колокол. Ну, впрочем, так всегда извинят эти предметы. В этот раз попалась нам с вами ложка. Алюминиевая ложка, хуторщина. Ранние, наверное, советы. Звенит классно, но как находка никакая. Но, тем не менее, лишнее подтверждение того, что здесь таки жили люди. Походим, покрутимся. Надеюсь, находки какие-то еще обязательно будут. Ребят, а давайте снимем распаковку. Вот был у меня сигнальчик из этой ямки. Я уже выкопал, но находка вот тут в грудочке. ВДИ 22-23. Невысокая. Но тем не менее интересно. Давайте попробуем. Ну и, конечно, может быть и проволока алюминиевая, может быть все что угодно. Ну, может быть и что-то хорошее. Давайте откроем и поищем.
Тут вроде не видно. Тут вроде тоже пока не видно. Вот так, мы сейчас разломаем. О, смотрите. Что-то... Не. Думал, монета. Прибор на пин реагирует. Где наш сигнальчик? Сейчас попробуем прибором. Видите, китайский пин хорош для крупных находок, а мелкие находки он не видит. Придется, наверное, через катушку просевать. Сейчас, ребят, одну секундочку. Вы тут пока постойте вот так. Я одену перчатку. И сейчас через катушку поищем. Так, все, давайте. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Где-то тут что-то есть. Найти было. А вот, друзья, смотрите. Простая свинцовая дробинка. К сожалению, так на копе бывает в 99% случаев. Ну, не унываем. Копаем. Ходили мы с вами там, ребят. А тут вот посреди поля есть вот такой вот куст. Решил я прийти к нему, покрутиться вокруг. По дороге находок никаких не было, сигналы были, все были мусорные. Да и тут крутился вокруг. Ну, черные, а цветных практически нет. Но все-таки выходил один цветной сигнальчик. Вот она, наша ямка. И тут где-то я видел монитос. Где-то глазами увидел. А, вот, смотрите. Вот наш монитос. Наша украинская гривна. 92 год. 25 копеек. Ну, наверное, тракторист какой-то работал и потерял. Но, тем не менее, находка есть. Ложим ее в хабарницу и гуляем дальше. Покрутился, ребят, я там возле куста. Больше там сигналов хороших не было. Ну и решил потихоньку сюда, на эту возвышенность подняться. Ну, кручусь тут. Пару алюминиевых проволок было. Тут довольно-таки неплохой сигнал. Не очень глубокий, смотрите. В этот раз выпадает нам с вами вот такой обломочек крестика. Жаль, что сломанный, но находки не выбирают. Я люблю такие вещи поднимать. Все их собираю, может, когда-то сделаю панно. Жаль, конечно, что сломанный. Ну что ж, мы тут уже ничего исправить не можем. Покручусь, может, найду другую половинку. Но хотя вряд ли. Сломал не я. Не теряем время. Ходим дальше. Поднимаюсь, ребят, потихоньку на бугорок. Хожу змейкой, чтобы за что-то зацепиться. Извиняюсь, если ветер будет мешать. Вот, то пенициллиновые пробки, то проволока. Ну, был довольно-таки классный сигнальчик. Ну и глубокий. Пару раз пришлось копать. В этот раз, смотрите, выпала нам с вами вот такая находка, как конина. Элементы конской упряжи. В то время все, кто был более-менее побогаче, старались как можно красивей украсить сбрую на своих лошадях. Ну, такая вот находочка. Ложим ее в хабарницу и копаем дальше. Ну что, ребят, ох уж это декабрьская погода. У меня пошел дождь. Ну, попробую еще покрутиться, может закончится. А нет, все равно похожу, что-то еще досниму и потихоньку буду двигать к машине.
Включился, так и хожу змейкой туда-сюда. Был у меня довольно-таки неплохой сигнал. Есть очередная находка. Смотрите. Копеечка. Опять Николая I формат. 1900, по-моему, 11 год. В довольно-таки бодряковом сохране. Ну, находка есть. Ходим дальше. Говорят, дождь к серебру, но не знаю. Сбывается не всегда. В общем, копаем, не теряем время. Ну что, ребят, дождь, слава богу, закончился. Можно ходить копать и не сильно вымазываться. Был, конечно, сигнал громкий, классный. Вот такая яма, но пока нашел. В этот раз, смотрите, попалась нам охотничья гильза. Ну, еще старая. Полностью, наверное, латунная она. Сейчас потру, может, какие-то надписи увидим. На 12 калибра. Советская, потому что, наверное, сейчас более поздние они идут пластиковые. Такая вот находка. Ну, я цветнину не собираю, поэтому закопаю ее тут. А мне, вообще-то, наверное, возьму в хабарницу и выкину, чтобы в следующий раз ее тут на поле не копать. Ну, покрутимся дальше. Очередной сигнальчик и очередная наша с вами на сегодня находка. Вот лежит монетосик. Я сразу как бы думал советик, но нет. 10 копеек. А не. Я думал, сразу показалось советик. Потом вроде как 10 копеек украинские. А нет, таки советик, ребят. Копеечка ранняя. Конечно, закисшая, зеленая. Даже год не смогу вам сказать. Но тем не менее, находочка. Ложим в хабарницу и копаем дальше. А вас прошу поддержать канал подпиской, видео лайком. Поделитесь с друзьями. Копаю в удовольствие, но контент снимаю для вас. Поэтому поддержите, пожалуйста. И встретимся на следующем сигнале. Ребят, ну не включался целую вечность. Сигналы были все шмурдяк. Ну, хожу не то, что сплошную. Пытаюсь хоть за что-то зацепиться. Тут керамика изредка проскакивает. Вернее, позднецарская, наверное, раннесоветская. Но хороших сигналов нет. Тут один из самых лучших на сегодня. ВДИ 45-46. Давайте вместе копнем. Может, повезет нам с вами, что-то интересное найдем. Потому как особо тут выбирать не приходится. Где-то выкопали. Давайте посмотрим. Даже пин не нужен, смотрите. Видите? Торчит монетос. Снова, ребят, копейка николаевского формата. Уже, по-моему, 3-я за сегодня. Или 2-я, я уже со счета сбился. Бодренькая, 1903. По-моему, сегодня 3-й был. Вот такая вот монетка. Эта сторона чуть больше подзакисшая. Ну, приятная находочка. Все равно лучше, чем пенициллиновая пробка. Копаем, ребят, дальше. На подведении итогов уже точно увидим. Был 3-й год или был 5-й год. Ходим, гуляем. Время еще немного есть. Снова включился. Был у меня сигнальчик. ВДИ не очень высокая. И вот смотрите, развалился комочек, лежит монетка. Давайте посмотрим. Что-то убитое. Скорее всего, что из советов. И судя по состоянию, наверное, что-то позднее. Даже не вижу букв. Ни герба не вижу, ничего не вижу. Но, тем не менее, находка. Какая-никакая. Время у нас еще немножко есть. Поэтому ходим, кружим. Будут сигналы. Буду включаться, все буду вам показывать. Новый сигнальчик, ребят. Вот такая ямка. Есть новая находка. Я увидел, что монетос, но в руки еще не брал, не смотрел. ВДИ было 46-47. Как у копеечки.
николаевского формата. Но это не знаю. Давайте посмотрим вместе. Что-то лысенькое, зализанное. Не знаю, сейчас может... Есть, по-моему, у меня вода. Да. Сейчас попробую помыть водой и включусь, вам покажу. Может, после того, как намочу, что-то здесь какой-то рельеф появится. Смотрите, куски, наверное, кирпича. Сейчас, одну минуточку, ребят. Мою и включаюсь. Что, ребят, помыл, включился. Нежданно-негаданно копеечка масонская. Ну, год не вижу, может, помою, потом рассмотрю получше. Сохран, конечно, подубитый, но нежданчик, должен я вам сказать. Никак на этом поле я не ожидал поднять масончика. Попробую тут сейчас на этом месте покрутиться вокруг. Может, старый какой-то фундамент был, а поверх него советский. Такая вот приятная находочка. Я уже сегодня доволен несказанно. Копаем, друзья, дальше. Ну что, ребят, не включался я целую вечность. Сигналов как таковых особо не было. Ходили мы с вами возле того куста, возле того, там поверху поля. Пришел я уже к авто, находки разложил, практически все вам показывал. Кроме вот этой штуки, не знаю, что это такое. И попалась мне пуга немецкая, безушка. А так, в принципе, все я вам показывал. 3 копейки николаевских, 2, по-моему, да, 1903 года, 1 1911. Очень меня тут порадовал, удивил масончик копеечка. Не ожидал я тут эту монету найти. Огорчил крестик сломанный. Ну, вот, в общем, вот такие вот находки. Ну что, количество, конечно, довольно-таки классное. Ну, а качество после находок по КР для меня... Такие находки как бы ушли на другой план. Но тем не менее, они есть, и это радует. На сегодня хочу с вами попрощаться. Пожелать вам хорошего дня, тихого вечера. Подпишитесь на канал. Поделитесь с друзьями. Практически 80% смотрят без подписки. Друзья, подпишитесь. Вам не тяжело, а мне будет приятно. На сегодня хочу с вами попрощаться. Я думаю, я уверен, мы еще не один раз с вами встретимся на копі. Отже, пригоди будуть тривати, друзі. До побачення.